В году 565 от Рождества Христова святой Колумба, настоятель одного из первых христианских монастырей в Шотландии, обращал местных язычников в истинную веру. И однажды с ним случилось приключение, благодаря которому его теперь знают за пределами истории христианства. В его житии это событие описывается следующим образом. Когда святейший муж остановился на несколько дней в провинции Пиктов, ему пришлось пересечь реку Несс. Придя на берег, он увидел несколько местных, хоронящих несчастного, которого, по их словам, незадолго до этого похитило и яростно покусало водное существо. Святой повелел одному из своих товарищей переплыть реку. Услышав это, один из них без колебаний сбросил с себя одежду и, оставшись только в набедренной повязке, прыгнул в воду. Колебание воды, вызванное пловцом в реке, вызвало внезапное появление чудовища, которое с сильным ревом и открытой пастью бросилась на смельчака, когда тот находился посреди реки. Увидев это, святой повелел монстру: «Говорю тебе, не приближайся и не трогай этого человека. Разворачивайся сейчас же». После этих слов объял чудовище ужас, и бросилось оно наутек быстрее, чем если бы его волокли на веревках. И это считается первым письменным упоминанием лохнесского чудовища, ласково Несси. Во-первых, заметим, что святой Колумба пугал чудище не на озере Лох-Несс. Озеро Лох-Несс – это вообще-то тавтология. Лох означает озеро, то есть правильно будет говорить или озеро Несс, или просто Лох-Несс. Так вот, святой столкнулся со своей монстрой не на озере, а на одноименной реке. География там такая. Это непрерывный водный поток, цепочка озер и рек, именуемый Каледонским каналом, соединяющим Северное море с Атлантическим океаном и фактически отсекающим северо-западную часть Шотландии от остальной Великобритании. Острова, не путать с Великобританией страной. Несколько лохов, замечательный гельский язык, длинных озер, фактически разбухших рек, связанных между собой речками и рукотворными каналами, служили важной транспортной артерией, пока вокруг не понастроили железных дорог. Так вот, Лох-Несс – самое большое из этих озер. И вообще оно самое большое озеро в Великобритании. 36 километров длиной, оно также впечатляюще глубокое, больше 200 метров глубины. Для сравнения, Байкал – 636 километров в длину и больше 1,5 километров в глубину. То есть по сравнению с ним Лох-Несс – это небольшая мелководная лужа. Тем не менее, Лох-Несс – это большое, глубокое, а кроме того, опять же, в отличие от Байкала, мутное и темное озеро. Многочисленные реки, стекающие из гор в Лох, приносят много торфа, делающего воду озера перманентно мутноватой, а само озеро черным на вид, а не синим, какими кажутся более чистые водоемы. И поэтому неудивительно, что мрачное большое озеро стало прибежищем загадочного мифического существа, хоть и не уникального в регионе. Фольклористы находят большое сходство между чудищем святого Колумбы и преданиями о водяных келпи, духах-оборотнях из шотландского фольклора. Шотландские русалки имели тенденцию превращаться в черных лошадей. Но у каждого свои недостатки. И иногда при превращении в девиц сохраняли копыта, что позволило им легко трансплантироваться в христианские предания под флагом сатаны. Изначально келпи населяли ручьи и реки, что соответствует приключению нашего святого, но со временем начали распространяться и на озера. И ко временам Роберта Бернса уже почти каждый значительный водоем в Шотландии имел предание о келпи. Обычно келпи принимали форму красивых черных лошадей, заманивающих детей в омуты. Келпи можно отличить от обычной лошади по слишком коротким ушам, а еще келпи способен вытягиваться в длину, чтобы унести на своей спине сразу несколько детей. То есть внешний вид Несси вполне традиционен для этой местности. Существо с удлиненной головой без ушей и длинной спиной, выныривающее из темной опасной воды,
Это не обязательно плезиозавр. Ну или, конечно, все легенды о келпи происходят от реальных наблюдений за хищными плезиозаврами в Шотландии, перешедшими с рыбного рациона на человеченку. Нужно заметить, что с 6 по 20 век про чудовище в озере знали только местные. Мировую известность Несси получил только в 1933 году, когда вдоль озера была построена дорога, по которой рабочие и туристы прибыли в этот довольно ранее изолированный регион. Сообщения о монстре начали появляться на страницах местных газет. Мистер и миссис Маккей первыми сообщили в апреле месяце, что когда они ехали на машине мимо озера, они заметили китообразное чудище, барахтавшееся в воде. В мае чудище увидели Александр и Алистер Шоу, заметившие кильваторную волну на озере и хребет плывущего существа. В июле монстр вылез на сушу, где его чуть не переехали на машине Джордж Спайсер с женой. По описаниям Спайсеров, существо имело длинную шею и большое округлое тело. Миссис Спайсер утверждала, что длина его составляла почти 8 метров, а высота больше метра. Оно рванулось через дорогу к озеру, оставляя за собой след из сломанного подлеска. В начале августа того же года монстр напугал миссис Макленнон, которая возвращалась из церкви домой, и натолкнулась на странное животное, лежащее на уступе примерно в 2 метрах над водой, прямо под дорогой. Миссис Макленнон заорала «мама» и спугнула чудовище, которое скатилось в воду. Эта свидетельница оставила подробное описание зверюги. Его ноги, хотя и короткие, толстые и неуклюжие, тем не менее были самыми настоящими ногами, оканчивающимися чем-то вроде свиных копыт, но немного большего размера. Ушей не было, что не помешало ему напугаться воплей миссис Макленнон. Его торс казался слишком тяжелым для ног. Животное упало в воду, вызвав сильный всплеск. Я позвала своих мальчиков, но все, что они увидели, это круги по воде. В ноябре 1933-го появляется первая фотография чудовища. Некто Хью Грей сфотографировал то, что, по его словам, было существом с большим телом и длинной прямой шеей. К сожалению, оригинальный негатив был утерян. На очень мутном снимке была изображена, по всей видимости, голова животного, высовывающаяся из воды. Критики видели в этом снимке что угодно, начиная от бревна или выдры до купающегося лабрадора, принадлежавшего самому мистеру Грею. 5 января, то есть уже в следующем году, Артур Грант ехал на мотоцикле ночью по шоссе вдоль озера. В какой-то момент Грант увидел на правой стороне дороги темный объект, похожий на животного. По его словам, существо в 2 прыжка пересекло шоссе и исчезло в густом кустарнике. Грант попытался преследовать монстра, но все, что он услышал, это всплеск воды. Позже он описал это следующим образом. «Я прекрасно его видел, он едва не столкнулся с мотоциклом. У него была длинная шея, заканчивающаяся маленькой головой с большими овальными глазами. Хвост длиной около 2 метров был сильным и, что любопытно, заканчивался не острием, а закруглялся. Общая длина животного от 4 до 6 метров. Я никогда в жизни не видел такого зверя. Это был какой-то гибрид, нечто среднее между плезиозавром и тюленем». Грант, между прочим, был не перепуганной домохозяйкой, а студентом ветеринарного факультета. И он смог не только описать, но и нарисовать встреченное чудовище. Но несмотря на картинку, явно изображающую плезиозавра с круглым хвостом, скептики решили, что Грант видел выдру или тюленя, а размеры он просто преувеличил. От себя добавлю, что было бы странно ожидать от такого большого и неграциозного существа такой прыти. И, наконец, в апреле 1934 года появляется сенсационная фотография, надолго заставившая замолчать всех оппонентов. Это было так называемое фото хирурга, опубликованное уже не в местной газете, а в лондонском Daily Mail. Хирург, точнее просто доктор, который отказался поначалу сообщить газете свое имя, был лондонским гинекологом Робертом Уилсоном, очень приличным, уважаемым человеком. По его словам, он прогуливался у озера с фотокамерой, когда увидел, что из-под воды показалась голова на змееподобной шее.
Он поспешно сделал 4 снимка, только один из которых вышел более-менее четко. Это был тот самый знаменитый портрет Несси. Фотография произвела фурор и вызвала яростные дебаты. Со всей очевидностью, что это была не выдра. На птицу или даже на корягу это тоже мало походило. Широко мыслящие критики распознали на кадре хобот купающегося слона, сфотографированного где угодно, только не в Шотландии. В любом случае, этот снимок вызвал колоссальный энтузиазм и мощный приток туристов в регион, не прекращающийся по сей день. Летом того же года была предпринята первая попытка устроить массовую засаду на чудовище. В течение 5 недель, с июля по август 1934-го, 20 добровольцев с биноклями и фотоаппаратами караулили Несси с самых выгодных позиций вокруг лоха. Была сделана 21 фотография, большинство из которых, на которых вообще можно что-то разобрать, изображают тюленей. К 1938 году охота на монстра развернулась уже с такой силой, что местный начальник полиции выражал беспокойство, что он не сможет защитить любимое чудовище, которое, безусловно, существует, от компании приезжих охотников, пообещавших взять Несси живым или мертвым, и притаранивших с собой устрашающих размеров гарпун. Только Вторая мировая война прервала на время этот ажиотаж и переместила внимание британцев на другие проблемы. Но в 50-х годах интерес к Несси вспыхнул по новой, и в ход пошли более гуманные и более технологичные методы охоты. Наступает эпоха подводных кинокамер, субмарин и гидролокаторов. В декабре 1954 года рыболовное судно Rival 3 заметило на своем сонаре большой объект, плывший параллельно судну на глубине 146 метров. Никто не знает, что это было. Летом 1955-го Питер Макнаб делает несколько эффектных фотографий 2 горбов в воде на фоне развалин знаменитого замка на берегу. Замок позволяет прикинуть размеры этих горбов – метров 10-15, что означает, что общая длина чудовища превышает 30 метров. Типичный морской змей из средневековых бестиариев. Несси начинает обрастать горбами, и вскоре одна туристка видит из окна автобуса 3-горбое чудовище, выходящее из воды. Горб Несси, стремительно рассекающий поверхность озера, начинают видеть на множестве мутных киносъемок. Что-то явно плывет под водой против течения, против движения волн. Сами вы бревно. В 1962 году было основано Loch Ness Phenomena Investigation Bureau, организация, призванная вывести стеснительного монстра на чистую воду. За 1967-1968 годы они потратили немало денег в поисках Несси. Бюро получило грант в размере $20 тысяч от издателя энциклопедии, на который они накупили кинокамер, которыми утыкали берега озера так, что их поле обозрения покрывало 80% поверхности озера. За камерами следили больше 1000 добровольцев, только половина которых была из Великобритании. Также совместными усилиями бюро и факультета электроники Бирмингемского университета там решили, какая разница, где испытывать новое оборудование, ими изобретенное. Они установили мощный экспериментальный эхолокатор под водой, фактически раскинувший поперек озера акустическую сеть, через которую ни один движущийся объект не смог бы пройти незамеченным. За 2 недели в эту сеть попалась масса подводных объектов, одушевленных и неодушевленных, часть из них, безусловно, неопознанных. Отчет этого исследования гласил: профессор Ди Гордон Такер сообщил, что его сонар с фиксированным лучом вступил в контакт с большим движущимися объектами, которые иногда достигали скорости не менее 10 узлов. Он пришел к выводу, что объекты явно являются животными, и исключил возможность того, что они могут быть обычной рыбой. Он заявил: есть огромное искушение предположить, что мы впервые наблюдали великолепное лохнесское чудовище в его подводной активности. После чего последовала бесконечная череда экспедиций, финансированных как частными лицами, так и научными организациями,
с использованием различных сонаров, подводных лодок, видеокамер, которые я не буду здесь перечислять, потому что это просто нудный список дат, имен, названий организаций и перечисления оборудования. Периодически им удавалось сделать мутные снимки чего-то напоминающего длинную шею или ласт. Короче, денег и усилий за 50 лет было потрачено столько, что если бы они были обращены на что-нибудь полезное, то мы бы, наверное, уже жили в мире, где нет голода и болезней. Ну или, по крайней мере, у нас были бы уже летающие автомобили. Самым упорным поклонником Несси был, пожалуй, Роберт Харви Райанс, юрист, композитор и профессиональный охотник на Несси. Во время визита в Шотландию в 1972 году он видел в озере Лох-Несс большой темноватый горб, покрытый грубой пятнистой кожей, похожей на спину слона. И в течение следующих 35 лет Райанс организовал многочисленные экспедиции к озеру и исследовал его глубины с помощью сложного оборудования, в основном собственного изобретения. Но даже он не смог предоставить достаточных доказательств, чтобы убедить научное сообщество в существовании легендарного монстра. К 2008 году разочарованный Райанс предположил, что доисторическое существо, вероятно, окончательно вымерло. И в последний год своей жизни он предпринял последнее путешествие уже в поисках скелета Несси, который, как он предположил, не смог приспособиться к изменению климата, вызванного всемирным потеплением. Но и тело Несси ему найти не удалось. Что, между прочим, является, пожалуй, сильнейшим аргументом скептиков против того, что чудовище в озере хоть когда-то вообще существовало. Потому что мы пока не нашли не только живого монстра, но не было найдено никаких следов его жизнедеятельности, ни единой косточки, ни единого яйца или хотя бы скорлупки, что, к сожалению, делает сомнительной даже замечательную версию из фильма про человека, который смотрел на коз, что Несси – это привидение динозавра, жившего там миллионы лет назад. Проблема в том, что плезиозавры там никогда не жили. Для начала давайте разберемся со случаями прямого обмана, потому что желающих стяжать сомнительную славу или просто посмеяться над доверчивыми обывателями за прошедшие 90 лет была масса. И самой долгоиграющей и успешной мистификацией была как раз знаменитая фотография доктора. Напомню, что портретный снимок Несси появился в Daily Mail в 1934 году, а в 1975 Sunday Telegraph опубликовала статью, сообщающую, что чудовище на фото было мистификацией и делом рук печально знаменитого актера, кинопродюсера и авантюриста Мармадюка Уэтерелла. Этот Уэтерелл, Мармадюк, сам себя называл прославленным охотником на экзотических зверей и предложил в 1933 году газете Daily Mail поймать Несси. Они согласились, и Мармадюк спустя всего несколько дней продемонстрировал найденные им на берегу озера отпечатки гигантских ног зверюги, которая, по его прикидкам, должна была быть по меньшей мере в 20 футов длиной. Мармадюк сделал гипсовые отпечатки, которые были торжественно переправлены в Лондонский музей естественной истории для анализа. Музейные зоологи анализ провели, и их диагноз был однозначным. Это отпечатки ног бегемота. Не спешите кричать и звать родственников к экранам. В те годы слоновьи и гиппопотамовые ноги были популярным сувениром. Их профессионально обрабатывали чучельники, и они использовались как основание для пепельниц и тому подобного. Вот я даже нашла фото в интернете этих неаппетитных украшений для вашего дома в стиле сафари. То есть организовать следы гиппопотама на берегу Лох-Несс было проще простого. Опозоренный Мармадюк решил отомстить газете и всем, кто над ним смеялся. Он призвал на помощь своего зятя и сына, и втроем они водрузили на игрушечную подводную лодку, купленную в универмаге, голову динозавра, слепленную из замазки. Все это устройство было вот такого размера. Дело в том, что фото с головой Несси всегда публикуется обрезанным, отчего кажется, что чудовище огромно и окружено значительными волнами.
Но если вы посмотрите на необрезанный оригинальный снимок, то масштаб изображенного начинает быть понятнее и становится очевидно, что Несси не больше гуся, и волны вокруг него – это просто рябь на поверхности озера. Джентльмены испытали своего динозаврика в ближайшем пруду, а потом поехали на Лох-Несс и сделали несколько фото на натуре. Поскольку Мармадюк понимал, что ему в Daily Mail уже никогда не поверят, то он уговорил своего знакомого доктора с безукоризненной репутацией, но при этом большого охотника до розыгрышей, от своего имени отправить снимки в газету. И мистификация удалась на 5 с плюсом. Про другие мистификации вы можете прочесть в Википедии. Но большинство встреч с Несси и его фото и видео, конечно, не были наглым обманом. Люди просто ошибались и принимали за Несси что угодно. Поделюсь собственным опытом наблюдения неопознанных живых объектов в природе. Вы знаете, что я в свободное время, которого у меня практически нет, бегаю по лесам с фотоаппаратом и фотографирую птиц. Я делаю это уже давно и успела наработать неплохой навык замечать птиц вдалеке и в кронах деревьев. То есть у меня довольно наметанный глаз. И тем не менее, несметное количество раз я фотографировала длинной линзой то, что мне казалось какой-то загадочной птичкой вдалеке. И только когда я приходила домой и увеличивала кадр, я обнаруживала, что это был ярко подсвеченный какой-то кривой сук, или какая-то хитрая ложбинка в скале, или мусор, застрявший в ветках и тому подобное. И с водоплавающими птицами у меня тоже это случается регулярно. Я фотографирую то, что мне кажется птицей на воде, а на проверку это оказывается волной, или корягой, или собакой. Раньше я даже была активным участником фейсбуковской группы «Дерьмовые фоточки живой природы», где люди публикуют свои крайне неудачные снимки со смешными подписями. И моя фотография птеродактиля в окрестностях Монреаля в свое время вызвала большое оживление. Поэтому я охотно верю, что выныривающая на волнах коряга может легко показаться вам головой плезиозавра, особенно если вы этого плезиозавра уже 35 лет ищете. Есть еще один интересный момент. Озеро Несс, как я уже говорила, очень длинное. Его каньон представляет собой отличную аэродинамическую трубу. Ветер гонит волну вдоль озера, но волна эта затрагивает только самый верхний слой воды. Озеро очень глубокое, и вода в нем слоистая по температуре, и между этими слоями возникают течения. И часто кажется, что, допустим, достаточно тяжелое бревно плывет против ветра, когда на самом деле его тащит течение. И такие бревна легко принять за живые существа. Многогорбые монстры – это почти наверняка кильваторная волна, расходящаяся от недавно прошедшего катера. К примеру, на знаменитом снимке с замком видно, что там есть другие линии, которые можно продолжить и найти, в какой точке за кадром находится прошедшая лодка с туристами или рыбаками. Кстати, о рыбаках. Рыбы в Лох-Несс мало. Из-за того, что озеро довольно мутное и узкое, свет проникает в толщу воды всего на 3 метра, и в результате в воде растет очень мало микроскопических водорослей, которые питают планктон, который в свою очередь кормит рыб. Соответственно, количество потенциальной еды для хищника, следующего по пищевой цепочке за рыбами, уровня едва достаточно, чтобы прокормить не больше 10 животных размером с Несси. И вы скажете, что достаточно и одного. Но мы исходим из предположения, что Несси не бессмертен, и в озере живут поколения этого вида. Навскидку для устойчивой популяции нужно по крайней мере 30-40 особей одного вида. Но тогда что они едят? А главное, возвращаясь к вопросу, где они все? Почему мы их не видим все это время? Несси искали очень старательно. Просто статистически за все это время не могло быть, чтобы все эти толпы людей с камерами, эхолокаторами и ружьями ни разу не встретили бы Несси на расстоянии выстрела.
Даже латимерию, эту ископаемую рыбу, которая, кстати, являлась вежским аргументом для тех, кто защищает версию, что не все динозавры вымерли, так латимерию обнаружили не в озере, в огромном океане. Причем ее даже не искали. 2 вида уже обнаружили безо всякого труда. А тут динозавры не могут найти в озере, по которому ходят косяки лодок с туристами. А во время Второй мировой войны там шла охота на германские субмарины. Представляю, какая у Несси была веселая жизнь в это время. Кстати, о том, что Несси динозавр. Это, между прочим, не доказано. Плезиозавр – это вообще формально говоря не динозавр, но это не важно. Важно то, что мы неплохо знаем, как они устроены, потому что в других местах их скелетов найдено множество. Так вот, плезиозавры не могли надолго погружаться в воду, им нужно было периодически всплывать, чтобы вдохнуть. Учитывая вот тот момент о наименьшей популяции, если бы подобные животные в Лох-Нессе жили, поверхность озера была бы утыкана торчащими головами. А вообще-то плезиозавры не могли выгибать шею, как лебеди. Они держали шею прямо и почти горизонтально, у них позвонки были так устроены. Так что на фотографии доктора в любом случае не плезиозавр. Потом еще одна пикантная подробность. Динозавры, о которых мы знаем, жили до ледникового периода, когда возникло озеро Несс. Это озеро не такое уж древнее, оно моложе динозавров и получилось из растаявших ледников. Но это, конечно, для защитников Несси не аргумент. Все это легко отметается предположениями, что за миллионы лет выживший динозавр должен был адаптироваться и измениться. Может быть, древние плезиозавры не могли согнуть шею и должны были выныривать, чтобы вдохнуть, но потом они эволюционировали и приплыли в озеро после таяния ледников. Что же касается недостатка корма и невидимости популяции, то и на это у фанатов Несси есть ответ, и совершенно замечательный. В 1808 году на пляж острова Стронсей, это один из островов архипелага, лежащего на север от берегов Шотландии, выбросила тушу гигантского неопознаваемого существа. Туша эта уже в тот момент разлагалась, и никто из бежавшихся полюбоваться местных жителей не смог определить, что это такое. Фотографию тогда сделать не смогли, но сделали рисунок, и 3 свидетелей заставили принести клятву в присутствии городского судьи, что этот рисунок верен. Это чудище было 16 метров длиной, с 3 парами то ли ластов, то ли ног, с длинной шеей и гривой на хребте. В целом очень похоже на Несси, только еще больше. Ученые-мужи прошлого и настоящего склонны видеть в этом останки гигантской акулы. И опять же, я могу привести примеры собственной жизни, как нелегко идентифицировать останки, выброшенные морем на берег. Вот, пожалуйста, полюбуйтесь, какой кошмар прибоем выбросила мне под ноги однажды в Коста-Рике. Что это, Господи? Я помещала эту фотографию в Reddit. Мы всем интернетом пытались определить, что это могло быть и что с ним случилось. Возможно, это мурена, запутавшаяся головой в леске. А может быть, пришелец с неизвестной планеты, не переживший приводнение в Тихий океан. И то же самое со стронсейским монстром. Может быть, это изуродованная туша акулы. Но есть и такая интересная версия, что в неизведанных глубинах океана, недалеко от шотландских берегов, обитают невиданные динозавроподобные древние существа. И они, когда наступает пора почкования, по примеру лососей, устремляются вверх по реке Несс, в большое тихое темное озеро, где динозавриха, неизвестной ученым породы, откладывает одно яйцо и уплывает назад в океан. И из этого яйца вылупляется, собственно, Несси. И он живет там, пока ему хватает пищи, одинокий и сравнительно маленький, детеныш динозавра. А когда он повзрослеет, он выплывает из озера в океан, поминай, как звали. И этим объясняется практически все. И то, что его видят спорадически и не каждый год, и что в озере нет стада динозавров и их костей, и что там недостаточно еды.
В общем, если у вас есть по этому поводу какие-то соображения, пожалуйста, напишите в комментариях. Особенно если вы биолог и если вам есть что сказать, пожалуйста, напишите внизу. Психиатров умоляю воздержаться. Но если вы зоолог, мне очень интересно прочесть, что вы думаете по поводу вот этой последней версии. А на сегодня у меня все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте поставить лайк, если вам понравился этот рассказ. Напоминайте о себе алгоритму YouTube. Всего вам доброго. До свидания.